Знаете, надоело это бесконечное вранье в интернете. Либо вранье, либо тупой непрофессионализм. Лед тронулся, дамы и господа. Я запускаю марафон «Правда матка». 1500 вопросов и честных ответов. Инфа сотка. Следите за выпусками, будет очень много новых открытий. Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня первый выпуск марафона «Правда матка». Итак, let's go, друзья! Первый вопрос. Как понять, что пора обновлять или менять стрижку? Все зависит от длины. Если стрижка короткая, то ее нужно обновлять раз в месяц, иначе она однозначно потеряет форму. Особенно если там был какой-то объем или шапочка. Если она отрастет на 1 сантиметр, форма может просто потеряться. Поэтому, когда я читаю комментарии, вот, я подстриглась, и мне опять через месяц нужно идти стричься, ну, друзья мои, это все равно, что вот я купила хлеб, его съела, мне его опять идти покупать. Или я хочу стрижку, которую не надо обновлять каждый месяц. Это звучит уже, в принципе, абсурдно. Любая короткая стрижка требует обновления через месяц. За месяц стрижка отрастает на 1 сантиметр минимум. И если ваша стрижка была сделана с учетом того, что вам нужен объем, либо какая-то шапочка, через месяц эта форма превратится в тыкву. В прямом смысле слова. Она просто опустится, и объем этот исчезнет, как с белых яблонь дым. Так, это для коротких стрижек. Для стрижек средней длины, ну, как у меня, например, обновление раз в 2-3 месяца. Почему? Ну, потому что, например, у меня сейчас стрижка удлиненная каре. Кстати, я ее сама себе делала и снимала это на видео, показывала, как это делается. Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А также, как сделать себе такое окрашивание в домашних условиях. Это салонный блонд. Либо, если вас интересует, как сделать русый цвет дома, чтобы делать окрашивание правильно, остаться с волосами и ко всему прочему еще с красивым цветом волос, ссылки найдете в описании и в моем закрепленном комментарии под видео. А также следите за анонсами. Скоро выйдет моя первая книга по стрижкам. Ее можно носить распущенным, а также можно вот таким способом ее носить. Эта укладка называется Lady Boss. Ну, это я так ее назвала, потому что именно в таком виде ты выглядишь максимально по-стервозному. Деловой стиль. И вот если эта длина уже отрастет сантиметра на 3, эффект от этой стрижки уходит. Это уже будет считаться не удлиненным каре, а стрижка одной длины на средние волосы. Если тебе хочется выглядеть как леди босс, то тогда однозначно нужно смотреть в сторону каре. И вот чтобы этот эффект оставался подольше, надо контролировать эту длину. Ну а длинные волосы уже нужно смотреть, насколько вам с ними комфортно. Ориентир также для длинных волос – это секущиеся концы. Не факт, что они у всех появляются на длинных волосах, но тем не менее, если они вдруг появились, тут масса причин этому, мы это обсудим в отдельном вопросе. Самое главное, чтобы обновить стрижку, нужно будет просто убрать эти секущиеся концы. Поэтому вот у нас ответ. 3 варианта длины для стрижек, и каждая из этих длин корректируется в зависимости от длины самой стрижки. Короткая стрижка требует обновления как минимум раз в месяц. Средние волосы требуют обновления раз в 2-3 месяца. А длинные волосы требуют обновления с учетом их качества. То есть, если мы короткие волосы стрижем каждый месяц, то там, чаще всего не бывает вопросов, связанных с сечением волос, с истончением волос. Средние волосы, из-за того, что мы их стрижем все-таки тоже раз в 3 месяца пусть, обновление длины происходит. И на концах у стрижек средней длины практически никогда не наблюдается именно вот это сечение и истончение концов. А вот на длинных волосах, из-за того, что длина волос находится на значительном расстоянии от корней волос, где есть максимальное питание, из-за того, что длина обновляется реже, и там могут возникать секущиеся концы и истончение концов. Исключить абсолютно 100% в этом моменте бритву, где
разговор вообще стоит о красоте волос, и бритва, здесь эти понятия несовместимы. Бритва – это вообще отдельная тема, и никому не советую вообще ей пользоваться. Именно сечение волос, оно является одним из первых признаков того, что волосы нужно подстригать. Не просто подстричь, а подстричь прямым срезом, обычными прямыми ножницами. Все. Это касается, образно говоря, ухоженности волос. А если вы чувствуете, что длина, ну вот, например, моя длина сейчас, и если она отрастет на 3-4 сантиметра, она уже не будет являться каре, и уже нету этого эффекта леди босс от этой стрижки, то есть чуть длиннее уже будет совершенно другой эффект, более такой, знаете, нежный и ласковый. Чем длиннее волосы, тем впечатление производится более романтичное, такое птички-бабочки. А чем короче, ну не то, что вообще короткие, а именно вот эта средняя длина в районе каре, а длина каре начинается от уровня подбородка и на протяжении практически всей длины шеи, плюс-минус еще сантиметра 3. Это еще будет считаться каре. И внутренне вы должны почувствовать, если вдруг они отрастают, какое у вас ощущение это вызывает? Вы становитесь более мягкой, пушистой, более романтичной? Нравится ли вам этот эффект? Нравится ли вам такое перевоплощение? Психологически нужно к этому относиться. Если вы чувствуете себя в этой новой роли с более длинными волосами комфортно, вполне может быть то, что вам стоит понаблюдать за собой и еще дольше поотращивать длину и посмотреть дальше, как это будет влиять на ваш внутренний мир, на ваше настроение. Вдруг вы родились для того, чтобы носить длинные волосы, либо наоборот. Есть такие люди, у которых просто вот такая лампочка загорается, если волосы начинают контактировать с плечами. Им кажется, что это им мешает. Ну и физиологически еще некоторые люди не переносят такую длину, потому что, например, живут в жарких странах, очень много потеют. И любое соприкосновение волос с телом, оно вызывает раздражение больше, чем красоту, потому что волосы выглядят там закучерявленными такими из-за влажности. Еще один такой подтекст, когда пора менять стрижку. Например, вы долго находитесь в одном и том же стиле, то есть носите длинные волосы, но силу притяжения Земли никто не отменял, со временем, возможно, лицо будет идти вниз, так скажем. Чаще всего овал плывет, и просто длинные волосы, они уже не корректируют форму лица, они ее не поддерживают. Они ее опускают, потому что длинные волосы у лица являются просто прямыми линиями, которые опускают лицо вниз. И здесь нужно вмешательство какого-то определенного аспекта. Это может быть челка, которая поднимет лицо, а также могут быть варианты каскадных линий у лица, которые тоже способны на то, чтобы поднять лицо. То есть, если вы чувствуете, что ваша стрижка, с которой вы долго уже дружите, ходите, она перестала вас радовать, то, скорее всего, причина именно в этом. А еще ответ на этот вопрос может быть немножко неожиданный. Тип волос. Тип волос на протяжении жизни может меняться. Это странно для многих прозвучит, может быть, в зависимости от возраста, а также места жительства. Например, вы жили сначала на севере, потом переехали на юг и неожиданно обнаружили, что ваши волосы, оказывается, не прямые, а вьющиеся. И тут уже, конечно, другой подход должен быть к образу, потому что на юге поддерживать прямоту волос, вот вытягивать волосы, чтобы они были прямые и не кучерявились при выходе на улицу, гораздо сложнее из-за влажности воздуха. Поэтому тоже нужно будет здесь делать какие-то определенные выводы, прийти к мастеру и попросить, чтобы он откорректировал вам стрижку с учетом, скажем так, нового типа ваших волос. И еще один пункт, когда пора менять стрижку, когда, например, по каким-то причинам
произошло глобальное выпадение волос, их стало меньше, и предыдущая стрижка, она уже абсолютно может не подходить только лишь поэтому. Волосы стали более редкими. Когда волосы редкие, они, как правило, практически никогда не держат объем. Можно совершенно спокойно, не переживая за то, что вам это не подойдет, сделать более короткую стрижку, но такую стрижку, где не надо бороться за объем. Поверьте, редким волосам бесполезно хоть что-то делать для того, чтобы создавать объем. Просто сделайте стрижку одной длины и покороче. Ну, например, вот это. Вот эта стрижка, она максимально подходит в том случае, если вдруг происходят какие-то процессы по выпадению волос, волос становится меньше, что-то надо с этим сделать и выглядеть прилично. На лысо, конечно, не следует стричься, надо просто сделать вот такую стрижку. Но есть люди, которым эта стрижка не подойдет, это люди, у которых много лишнего веса, где есть второй подбородок, прям значительный второй подбородок, и лицо достаточно широкое, широкая шея. Таким людям надо уходить вот в эти стрижки вот такого формата, где минимальная укладка, и эта стрижка не будет подчеркивать отсутствие густоты волос и мучить вас. И вишенка на торте, как понять, что тебе не идет стрижка. Как понять, что тебе не идет стрижка? Очень просто, если вы не нравитесь себе в отражении в зеркало. Это первое, на что нужно обращать внимание. Второе, если вам очень сложно ее укладывать. Когда мы приходим с запросом к мастеру, я хочу вот эту вот стрижку, мастер может ее повторить, но без учета типа волос вы можете потратить полжизни потом для того, чтобы делать такую же укладку. Поэтому очень важно понимать, насколько вам эта стрижка идет, даже с точки зрения того, будете ли вы ее укладывать так, как она изображена на фотографии. И самый такой, знаете, для меня триггерный момент, который я наблюдаю сейчас на просторах интернета, когда я вижу подборка самых классных топовых стрижек 2100 года, которые не требуют укладки. Я такая, в смысле? Вот это не требует укладки? Вот это все пестрит сейчас во всех каналах искусственного интеллекта. Их расплодилось сейчас очень много. И там дается в буквальном смысле слова неправдивая информация. И мудрость следующего столетия: всю инфу от искусственного интеллекта 100 раз проверь и 1 раз отрежь. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.